На стадии стройки мы залезли, потому что были условия. Немного неполадок было, там где-то подмазать стеночку, где-то там подзаляпать, где-то там подшпаклевать. До 9 часов застучат маляра, шпаклевщики. Еще очень хотим тоже съездить в Каппадокию. РДС называется, горнолыжный курорт. Я Да. занималась на горных А, лыжах и с супер. удовольствием, уже в следующий раз. У кого есть такая возможность, у моря, здоровье, фрукты, овощи. Что еще нам в старости нужно, да? Приветствую вас на канале Вита и Млак. И сегодня у нас интервью с нашими замечательными клиентами. Это семья Анжуровых. Можете приветствовать наших подписчиков, представиться, рассказать о себе, как вы попали в Мерсин, как узнали о нас. Всем будет очень интересно. Я предоставляю слово мужу. Значит, мы познакомились с Витой еще около 3 лет тому назад. Что-то так нам приглянулось. Мы риэлторов выбирали. Мы вообще выбирали жилье на море, потому что уже у нас пенсионный возраст. Косточки погреть. Нашли вот Виту, с ней списались и начали работать. Сами мы из города Рыбинск, такой небольшой городок Ярославской области. У нас тоже Рыбинское море, водохранилище, искусственное море, самое большое в Европе. Вот. И мы привыкли к морю, но 1 месяц, 2 месяца нас как бы не устраивает. И вот мы решили приобрести жилье здесь, в Мерсине. Именно в Мерсине. Почему? Потому что здесь и влажность поменьше, плюс по бюджету квартиры дешевле, чем Алания, Анталия. Получается, узнали через YouTube об этом городе. На стадии стройки мы залезли, потому что были условия для нас приемлемые. Рассрочка на 2 года, беспроцентная. Ну а Вита нам подсказала, на какую сторону, на северную, на западную, на восточную. И нас все устроило. И наши ожидания, извини, перебью, даже превзошли. Потому что когда мы уже приехали в квартиру, у нас вид был, то, что нам посоветовала Вита, не только на бассейн, еще и на горы, и прекрасно видно море, и набережную. прям всё Это совместили. было вообще радость, Замечательно. да. Так что Отлично. спасибо Вите. До этого вы уже были в Турции? Да, в Алании в основном, в Стамбуле был я. А так, с семьей мы в Алании, да. Получается, В Анталии, в Алании, да. Вы сейчас, получается, на самый долгий период, наверное, приехали, да? Почти 3 месяца вот мы здесь находимся. Сейчас уезжаем на короткое время. У дочери будут экзамены ЕГЭ, после 9 класс заканчивает. Она, кстати, учится. На семейном обучении школа Фоксфорд. Очень нравится. Классно, что вы не привязаны к месту, можете Мгм. откуда угодно учиться, поэтому... Немножко, конечно, здесь есть скучновато, но с другой стороны, пускай уроками заниматься. Ну, это пока. Успеет Потом, еще. когда Под уже, контролем да, переедете родителей. на постоянные, уже будет все равно свой круг общения, потому что уже много и русскоязычных подростков, когда язык будет тоже там и с местным. Как-то, мне кажется, можно найти, чем себя занять. Кстати, здесь вот рядышком, вот здесь курсы преподают турецкого языка, да, девушка преподает. Для жизни, мне кажется, все равно Нет, нужно для жизни, будет, да, для себя конечно, очень, да. чтобы удобнее вам здесь было Хочется, жить. да, я с удовольствием. Комфортнее. И интересно было услышать ваши впечатления о городе, потому что первый раз вы приезжали там только вот на Да, да, оформление да, город, квартиры, вот именно а вот при район. таком долгом проживании уже какие впечатления, что-то изменилось у вас восприятие, может быть? Да, тот же интересный район. Вот 2,5 года назад я тогда сюда приезжал, здесь практически пустырь был, вот немного тут строений было. Сейчас уже улица застраивается полностью, кафешки, магазины, что только нет. Буквально за 2 года преобразилась улица. Тут такое движение, тут для молодежи. Мы снимали квартиру в Арпач, Арпач-Бакшиш. да, и Тамюк, так рядом, на границе. Там так спокойный район, там вот пенсионерам тихо, уютненько, спокойно. Рядом пляж, Да. национальный. И русскоязычных там не так много, хотя вот очень много встречаю. А здесь практически только русский язык. Вот у нас был офис долгое время в ТД, и вот в прошлом году мы переехали, и за этот год
район прям очень сильно изменился и в лучшую сторону. Район молодой, развивающийся, и вот каждый день практически что-то новенькое открывается. Вот как Игорь сказал, русскоязычные курсы, потом открылся новый фитнес-центр, там есть тоже тренировки, ведет русскоязычный тренер, то есть какие-то там секции танца открыли. То есть, в принципе, тоже считаю, что очень правильный выбор сделали. Район очень понравился. Мгм. Тоже. Да, комфортный и молодежный, русскоязычный. Все нравится. Парк сейчас обустраивается, Набережная, да? набережная, Мгм. да. Там парковая зона такая, где мы приезжали вот 2,5 года назад, только там огородили все, а сейчас уже Фонари красивые поставили на набережной. самое главное море. Море, А, да, море, что у нас море. И да, центр города близко, и море рядом, поэтому очень удобно, я считаю. А расскажите, какие места уже, может быть, вам удалось посетить в городе, может быть, какие-то достопримечательности успели посмотреть? Вообще мы ничего не успели посетить, потому что занимаюсь благоустройством квартиры, мебель, техника, недочеты какие-то, потому что еще у нас комплекс полностью не сдан, и строители как бы они вызывают их на площадке, они здесь постоянно только, и постоянно что-то, какие-то недоделки они устраняют, да, исправляют. Это вот хорошо, что мы приехали так пораньше, получили ТАПУ и устранением занимаются. Но в Мерсине, скажу, в самом городе и в провинции Мерсин очень много интересных мест. Есть как исторические достопримечательности, там всяческие развалины, которые вот даже в черте города, в районе Соли, есть колонны древние. То есть это даже в такой пешей, скажем, доступности, там буквально 10 минутах езды, есть такие места. Есть пещеры Рай и Ад. Это в сторону Селивке, тоже очень классное место, там есть обрыв, есть там древняя церковь, старые развалины, то есть очень красивое место. У нас, кстати, есть классный гайд с 50 интересными местами вот по Мерсину и провинции Мерсин. Тоже вам отправлю ссылочку, поэтому как вы Обязательно, да. приедете в следующий раз, думаю, уже будет время как раз Да, таки уже все. посетить вот эти все интересные места классные. Благоустройством квартиры мы Уже, да, занялись, всё все закончили. закончили, и теперь будем путешествовать. поэтому Обязательно. теперь Мы будете любим отдыхать. путешествовать, да. Супер. Ну, здесь как раз-таки этот регион позволяет очень много классных мест. И советую тоже съездить в Тарсус. Мгм. Тоже это исторический город. Там есть район с османскими домами, сохраненные, такие очень старые, там очень атмосферно. Есть тоже старая церковь Святого Павла. Тоже очень интересное место. Еще очень хотим тоже съездить в Каппадокию. В Турции Каппадокия отдыхали тоже много раз, но рекомендую. не были ни Там разу. сезон, да, там сейчас Там сезон, да, шары сейчас летают. Не знаю, вот сейчас в этот период там какая погода, но стоит посетить. Во-первых, то, что от Мерсина это очень близко, там буквально 3-4 часа на машине. Да, как раз-таки там с Даны сюда приезжают с других городов и отсюда едут в Каппадокию. Поэтому советую тоже. РДС называется, горнолыжный курорт. Тоже близко. Там можно и на сноуборде, на лыжах. Я да. занималась на горных А, лыжах и с супер. удовольствием, ну, уже в следующий раз. Да. Вообще мы просто, да, поражаемся мэром города. Мгм. Во-первых, сколько он всего делает для города, и это вот не то чтобы просто вот для отчетности какой-то, он действительно делает город удобней, интегрирует, да, какие-то современные фишки вот в город, там очень много для студентов. это здорово. Там прачечное кафе, например, бесплатное для студентов, мне Да, кажется, мы тоже ролик классно. Ролик видели, Да. да. Мгм. Потом вот эти муниципальные кафе, в которых цены дешевле всегда. Эти кафе, причем в классных местах, они все на набережной находятся. Там рыбный ресторан есть, который тоже там вкусно готовит. Я сама туда ходила, но цены намного ниже, чем если вы пойдете в любой рыбный ресторан. Мгм. И будете наслаждаться просто видом на набережную замечательную. Ну и давайте поговорим о вашем опыте с работой нашего агентства. Насколько легко у вас прошел выбор недвижимости, то есть начиная прям с самого первого этапа, дальнейшее оформление, как у вас все это проходило, всем ли вы остались довольны, и вот хотелось бы услышать ваше мнение со стороны. Ну, как я уже говорил, что выбрали агентство Vita Black и работали напрямую с Витой. Вот. Сейчас у вас уже такая большая команда профессионалов. Да, за эти годы выросли. Да. И с первого дня мы с ней начали работать.
Первый раз я приехал один, познакомиться, посмотреть район, посмотреть, ну, и первый взнос внести. Сразу же меня поселили в гостиницу. Мне одного дня хватило, хотя можно было остаться на 3 дня. За день все оформили, все сделали, значит, договор заключили. И потом на сопровождение уже на следующий год уже супруга с дочкой приехали, их также встретили, гостиницу поселили, тоже на 1 день, там мама хватило Да, одного на дня. 1 день Очень организация была. быстро И вот всё мы так сейчас успевали. уже всей семьей уже приехали уже, и так Мария нас сопровождала, встречала, а мы даже из Москвы вместе. А, да, мы на одном, Мы летели, над одним да. рейсом летели, да, У них кстати. была выставка в Москве, Да. раз за год планировалось 2 выставки, А было а 4. было даже 4 выставки, да. И Мария нас сопровождала, помогала табу оформлять. Ну, решала организационные наши Организация, вопросы. да. По любому Да. вопросу сразу. По любому звоночку там, да, всегда отвечала, всегда приезжала. И по сей день, вот мы на Днях Кулька, мы тут решили пообедать, где-то Тоже позавтракать. очень приятно. Да. Будем рады еще поблагодарить увидеться, да. агентство «Интермлак» Спасибо большое. в лице Марии. Совпало ли у вас ожидание и то, что вы получили в реальности? Потому что когда мы смотрим картинку на рендерах, это одно, и когда мы уже видим вживую район, сам комплекс, квартиру, то есть могут отличаться, конечно, впечатления, поэтому тоже было бы интересно услышать ваше мнение. Но ожидания не совсем сбылись. Мы знали, что небольшая квартирка. В принципе, нас все устраивало. 40-45 квадратных метров квартира. Ну, чисто. 2 балкона, один большой, другой технический балкончик. Территория комплекса шикарная, с бассейном, очень много растений. Зона барбекю есть. Барбекю мы уже испробовали. При нас как раз устанавливали 4 зоны барбекю. Детские площадки, волейбольная площадка для детей, очень много всяких развлечений. Очень много роз. Розы цветут. Вот сейчас январь, конец января. Розы шикарные, красивые. Пальмы. Много растений, не знаю названия, вечно Да, зеленые. территория очень красивая Территория очень получилась. красивая, большая, можно даже в Теджи не выходить, гулять. Беседки, ну еще обустроят беседки, поставят кресла, столики. Очень. Детская площадка, детки уже гуляют, спортивная площадка. В каком Устраняют. виде вы Здорово, получили прикольно. квартиру? Были ли какие-то Да. недоделки, возможно? Да, расскажите о своем Неполадок было, опыте. недоделок Немного неполадок было, там где-то подмазать стеночку, где-то там подзаляпать, где-то там подшпаклевать. Но что удивительно, что всегда в срок приходили. Все говорили, что турки они не обязательно, что опаздывают там или даже С этим часто переносят. сталкиваются. А здесь говорят, с 9 до 10 придут, до 9 часов уже стучат, приходят маляра, шпаклевщики. По электрике вот мы заказали электричество, свет, люстру. Сказали, что с обеда придем. К обеду уже звонят, что у вас все готово, принимайте работу. Тоже было удивительно. Замечательно, да. Да. Так что у нас единственное, что вот с мебелью немножко подвели, там мы как раз переехали, диван для дочки на недельку задержали, да? Такое, к сожалению, да, здесь случается, что вот не совсем пунктуально, но Но опять же оправдались, сказали, что это не от них зависело, а на заводе какая-то проблемка была, что извинились, да, привезли через неделю, даже меньше через неделю, там, через 5 дней привезли. И установили сами спросили, работает ли у нас лифт грузовой. Мы, говорит, соберем на месте и привезем. В итоге привезли на лифте, а она у нас в квартиру не влезает. Им немножко пришлось опять разбирать. Да. в целом у вас, значит, положительно. Ну, мы довольны, да. И погодой соскучились по такой пасмурной Дождливый. Ну, вот Да, сейчас да, как раз да. вы застали мерсинскую зиму. Да. Дождливая, тут каждый день дожди. Ну, кстати, в горах здесь в окрестностях Мерсина снег. Причем очень много снега выпало в этом году, и вот сейчас такая низкая температура. Но поэтому стоит вам приехать летом, Мгм. насладиться уже вот настоящей Турцией, жарой, там проводить вечера у бассейна, на пляже. Совсем по-другому будет ощущаться.
еще что вот интересно было, как у вас проходила адаптация? Вы пробыли достаточно такой долгий срок, я считаю, там, более, там, 3 месяца практически. Были ли какие-то, вот, может быть, проблемы с адаптацией, там, с интеграцией вот, в новую среду? Там, может быть, с языковым барьером связаны какие-то вот трудности? Или наоборот, у вас легко это все происходило? С языковым барьером как раз мне очень много русскоязычных, ну, переводчики всех, наверное, меня всегда спасают. Ну Быстренько. и тоже выписывали слова, учили, и немного вот этот самые Базовые, такие базовые. базовые, да, и подучили, то есть уже заходим в кафе, Здравствуйте, спасибо. да, и сами заказываем и общаемся на турецком. То есть вот за 3 месяца мы адаптировались по Молодцы, языку, да, да. молодцы. Потому что турки, на самом деле, очень приветливый, доброжелательный народ, и они очень любят, когда иностранцы вот стараются выучить язык, хоть ты выучил там, не знаю, 1-2 фразы, но они очень гордятся и стараются всегда помочь. Вот, по крайней мере, у меня только вот положительный опыт. Когда я не знала язык, мне всегда помогали просто прохожие какие-то, они видят, что я там растерянная стою, не знаю, куда пойти, и всегда как-то вот приходили навстречу с помощью. Поэтому в этом плане, мне кажется, здесь намного легче из-за этого адаптироваться. Да, Мария, вот как раз у меня познакомился с юношей, он изучает русский, английский, русский язык, он турок изучает, и он принципиально говорил, чтобы я с ним разговаривал на русском языке. И он мне отвечал на русском языке, да. Взаимопомощь, обмен. А он меня учил турецкому, ну, тяжеловато мне дается турецкий язык. Ну, так немножко, да, потихонечку мы общались с ним. Он читает Достоевского. Вот в данный момент «Преступление и наказание», я ему говорю, очень серьезно. Сложные книги. А он говорит, он мне нравится, Достоевский. Он говорит, я читаю на турецком языке, у меня книга, и на русском, да. Ну, здесь, кстати, много очень русской литературы, переведенной на турецкий язык. Вот именно классики, вот если зайти в книжный магазин, и русская литература тоже продается. Ролик видели с тобой. как Да. раз. Я говорю, Вы молодцы, наши прям преданные подписчики, Да, да, все да. ролики смотрите, следите. Прям очень приятно. Как вам турецкая кухня? Скучаете ли вы по русской еде? Я вот Да. лично, я лично не скучаю. Да? Хотя вот мы Новый год, мы познакомились с семьей из Москвы. Они нас пригласили на Новый год, и мы были так удивлены. У них было сало, свинина, холодец, Все такое шпроты. Вот. Они с собой все это привезли, и они где-то полгода здесь живут, полгода в России. На лето уезжают, а зимуют здесь зиму. Кстати, им привет, если смотрят. Положительно к кухне отношусь, мне очень нравится, я острую пищу люблю. И мне как-то Нравится наша нравится, кухня, да. Ну, единственное, вот я не ем баранину и говядину не очень, я свинину люблю, а здесь ее нету. И я ела курицу, и у меня вчера пошла аллергия. перенасыщение. Но, кстати, вот именно в ТДЖ здесь открылись уже... Здесь есть кафешка «Азия». Там открыли, насколько я знаю, там из Казахстана ребята. Тоже там русская кухня есть, восточная кухня. Потом недавно вот русская кафешка открылась. Поэтому, если кто скучает по русской кухне, все-таки здесь можно у нас найти. Причем вкусно готовят очень. И есть русские магазины. На случай, прям вот если сильно заскучали, там можно и рыбку найти какую-нибудь сушеную, и там еще какие-то продукты. Я из Казахстана, хоть у нас там и свои тоже вот есть овощи, фрукты, но сезон намного, конечно, короче. И здесь намного все вкуснее, это все такое натуральное, вот, натуральные молочные продукты, там эти сыры на фермерском рынке, как покупаешь, эти вот, отличается, конечно, вкус. И вот для меня лично здесь климат просто вот идеальный. Потому что я из города, где у нас нефть, газ, у нас там постоянные ветра и вот эти вот выхлопы, у нас плохой воздух. И вот я как только прилетаю сюда, уже в аэропорте Адана, я чувствую какой-то вот мягкий воздух. Потом подъезжаешь к Мерсину, этот морской воздух уже идет чистейший. Ну, мне очень нравится. Да, море лечит. Море лечит, правда, это вот и душевно, и физически расслабляешься, отдыхаешь на море. Интересно было послушать о разнице в тратах. Сколько вы тратите на жизнь по сравнению
там и здесь, больше ли здесь вы тратите, или наоборот дешевле выходит, там, к примеру, там базовые какие-то продукты и прочее? Ну, однозначно фрукты, овощи здесь намного дешевле, на порядок даже дешевле и очень качественный, Качество да, другое. продукт. У нас соседка по сети, да, в нашем, да, в целом, она на Новый год улетала с дочкой, так они, не знаю, там сколько килограмм огурцов повезли. Ну, говорю, зачем, у нас что-то огурцов нет. Она говорит, у нас, говорит, сейчас на Новый год в Москве, говорит, по 500 рублей за килограмм, поэтому мы хотим раздать родственникам. Там, да. Да, здесь он практически копейки стоит. Мясо дорогое, это вот надо, должен отдать. Ну, свинины нет, вот это кто любит свининку. Курица дешевле здесь, чем у нас. Дешевле, да, Дешевле, чем в России, да. Молочная дешевле. И качественные. И качественные, очень И вкусные выбор йогурты. Выбор очень большой. Ну да, с этим тоже согласна. Сравниваю по Казахстану, у нас примерно так же выходит. Мясо у нас намного дешевле, Но но для молочка здоровья, тоже. Мария, овощи, фрукты это важнее, чем мясо. Конечно. И тем более мясо я не люблю, и вот поэтому этот пункт меня как-то так не сильно касается. Нет, я бывает Фрукты, овощи. баранинкой балуюсь, хоть она и дорогая. И расскажите, был ли у вас опыт обращения вот в турецкие медицинские учреждения здесь? Да, опыт был. Я обращалась в частную клинику стоматологическую. Это район Соли. Я сначала позвонила по телефону. Врач сразу же ответила. Сразу же на следующий день меня приняла. А на каком языке общались там? Или у Она- них переводчик есть, Нет, может она быть? русскоговорящая, да, русскоговорящая. на русском языке. Медсестры все заботливо меня приняли, оформили меня, карту медицинскую, сделали снимок панорамный. Доктор меня приняла, проконсультировала от и до насчет всех зубов, дала рекомендации. Она сказала, будем на связи там по поводу, да, ВКонтакте, по поводу моего заболевания. Когда я уходила, я спросила, сколько мне это заплатить, на что все вокруг улыбались и сказали, Интересно. платить не нужно, да, я хотя бы за Приятно. снимок, не за консультацию, ну, я была крайне удивлена. Ну, Я была надо крайне, заметить, что у нас страховки нет ни у Да, кого. без страховки, да, без страховки, иностранцы. иностранцы. Я даже у себя в Казахстане, я прихожу, если на первичную консультацию, я плачу отдельно за снимок, то есть за каждое действие, да, в принципе, это оплачивается. Здесь прям Я была очень Удивили, да. удивлена. именно То есть- стоматология здесь, я считаю, на высоком уровне. Я, допустим, сравниваю с своим городом в Казахстане. Здесь вот даже в какую-то маленькую клинику я заходила, там у них современное оборудование. Современно, да. Есть клиники, вот, как вы сказали, с русскоязычными врачами, либо есть переводчик здесь. И по ценам, вот по сравнению с моим городом, здесь намного дешевле. Даже вот имплантация зубов, там всякие чистки и прочее. То есть по ценам прям у меня в 2-3 раза дешевле выходило. Ну вот я просто спросила, сколько удаление стоит. В регистратуре вот медицинский работник сказала, стоит 1500 лир. Это Мгм. сложное удаление. То есть вот Так вот, цену не 1000 озвучили. 1200 лир, Мгм. обычное удаление, несложное удаление. Стандарт. Ну, как и у нас в России. Пацан. Ну, в России у нас, если зуб мудрости удаляешь, там до 10 тысяч в частной клинике, в зависимости от сложности. Ну да. Мы подходим к логическому завершению нашего интервью, и хотелось бы услышать, возможно, есть у вас какие-то советы к новоприбывающим, к желающим переехать. Не бойтесь. У кого есть такая возможность, у моря, здоровье, фрукты, овощи. Что еще нам в старости нужно, да? Как в фильме «Белое солнце пустыни». Так что не бойтесь, приезжайте. Агентство «Риэлтор» на Вита и Млак вам поможет. Спасибо большое, да, было очень интересно с вами пообщаться. Всегда рады вас видеть. Приезжайте еще, обязательно встретимся. И спасибо за ваш опыт, за ваши впечатления, которые вы поделились с нами, с Спасибо нашими вам. зрителями. Спасибо вам большое.